Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартюа, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ Не Один. И я смотрю, у него эта каточка вместе с Марком. И я воочию убедился о том, что Марк у нас везунчик, а вот Топ Не Один не настолько везучий, вот как на самом деле, как Марк. Потому что сколько каток я играл с Марком, он с первого раза делал то, что хотел. Ну ладно, посмотрим на вот эту вот скилловую каточку, за борьбу за Топ-1, я так понимаю, ну... Я надеюсь, конечно, кто-то из них не отлетит пораньше, но так как топ не один мне скинул эту каточку, как минимум в топ-2 он зашел. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну вот, а давайте так, вы напишите в комментариях свое мнение, какое место он в этой каточке займет. Я думаю, будет борьба очень интересная. Ну, так сказать, присаживаемся сейчас все поудобнее. Соответственно, кто смотрит, приятного просмотра, кто, соответственно, кушает, приятного аппетита, а кто, соответственно, засыпает, приятных снов. И, ребят, я напомню, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале. Поэтому, ребят, соответственно, когда вы перешли на запись, вы, соответственно, и подписались на мой телеграм-канал. И под этим роликом должен стоять уже такой качественный, огромнейший, жирнющий лайк. Ну, если по каточке не будет чего добавить, то просто не забудь поставить комментарий 3 слов. Правильно? Правильно. Все. Погружаемся в каточку. Смотрим за этой скиллозависимой игрой. И посмотрим, что здесь будет. Смотрю, ему 2 джаггера пришло. Прикольненько, красивенько. Уже новый стиль напялил из боевого пропуска. Интересно, что у Марка будет забилд. Интересно, что у него будет в конечном итоге забилд. Гоблин-убийца плюс одну монетку принес. Если он сейчас еще и джаггеров 2 звезды соберет, то будет вообще имбулька. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как хорошо. Ему теперь бы джаггеров 2 звезды собрать, и он просто будет так раскручивать, что нечего делать. Еще и 2 человека пришло. Обалдеть. О, как. Я бы, конечно, на его месте поставил бы баф гоблинов. Но он решает сделать иначе. Марк уже написал ему в личку, сколько стоил ему стиль на его шахматную доску. Если что, он написал ценники в австралийских долларах. Кстати, на текущий момент, как я комментирую эту каточку, то он в чате Телеграма написал, что он записал обалденную игру, но она максимально обидная игра была в конечном итоге, но это была обалденная каточка, которую он мне уже записал, загрузил на Google Диск и скинул, поэтому я ее следующую прокомментирую. Вот так вот. Вот так вот. И, ребят, я хочу напомнить, что я выпускаю по 2 ролика в день. И сегодняшний ролик, который я выпустил в 12 часов, был просто нереально имбовый. Поэтому, кто его не видел, обязательно посмотрите. Я уверен, что вам очень-очень-очень понравится. И хочу напомнить, что 2 ролика в день выходят. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Поэтому, что правильно, наслаждайтесь контентом и не забудьте поддержать меня. Там у чувака, кстати, на первом месте хороший такой стол. Ему для полного комплекта не хватает поставить еще бафы людей. Вот серьезно. Марк уже с бафом людей сидит, понял. Понял. Скилл на 5-м раунде. Понял. Все, я убрал свои руки. Мне это жестко найти так рано баф людей. У меня один единственный раз получилось собрать баф людей на 3-м раунде. На 3-м раунде. Один единственный раз. И все. И все. И на этом моя удача улетучилась. И еще ни разу не получилось повторить данный подвиг. Цемку, кстати, нерфанули. Теперь у нее мана 12 маны на 2-м уровне вместо 18. Это просто такая дичь конкретная. Я не знаю, чем разработчики думали, чтобы понерфить цемку. Зачем? Вот кто-то может догадаться, зачем они понерфили цемку? Вот напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Как по мне, это дичь полнейшая. Эх. Да. Но судя по легендарным фигурам, тут игра через духа 5 будет. Судя по легендарным фигурам. Дух 5 это MVP. Особенно, когда у тебя много контроля. Будешь наваливать, будь здоров. Тут он, кстати, победил. У него намного сильнее стол. У него Лина с молниями. Если он сейчас еще Лину в 2 звезды соберет. На самом деле, у него на Лину такие прекрасные шмотки. Если он сейчас еще и баф людей поставит сверху. Плюс 150 хп тоже вкусно. Ну, вышел в уровень, поставил себе таким вот образом. Хорошо, в принципе, окей, это норма. Короче. На Лину у него хорошие шмотки. Майлшторм многого стоит. Очень многого стоит.
Ну, кстати, у Марка тоже отлично там стало. У него баф людей, баф магов. Ого. Там тоже. О, там уже челик Лину все в 2 звезды нашел. Понял, принял, понял. О, да. Лину, кстати, нерфанули, но я не скажу, что критично нерфанули. Но это ощутимо они ее нерфанули в плане скорости атаки с руки. Но в любом случае, если под богами, она успевает настакать свою скорость атаки по максимуму. Как-то так. Больше всего мне понравилось изменение Джаггера. Вот изменение Джаггера это прям сильно было. Так, резачок. Ой, ой, как хорошо. Как хорошо, что действие медальона закончилось. Серьезно, как хорошо, что действие медальона закончилось. Потому что только что Лина запустила лагуну в резака, у которого был медальон. Вот, смотри, как пробивает. Ай-яй-яй, если бы разочек успел лагуной бы задамажить, он, скорее всего, бы его забрал. И пара бы молний вылетела. Обидно. Ой, обидно. Тупо улучшение не идет. О, не, ну, ребят, грех. Грех с такими предметами не пикнуть антимага. Для лучшего старта грех. Серьезно, грех. Скилл. Решил ничего не писать. Ну ладно. Ну ладно. Так поставь себе сразу этих, скажи, я тебе скажу. Троллей. Вот чтобы прямо, скажем так, забить последний гвоздь в крышку гроба. Но это сильно, очень сильно. На 5-м раунде с шансом 2% просто найти себе антимага. С еще такими предметами. А ну-ка, давай, палку. Вот тебе кливер, прикрой 5-ю точку. Прикрой 5-ю точку, не свети ей. Ну где-то ему не должно фартить, правильно? Так-то самого балансного героя нашел. На секундочку. Самого балансного героя на свете. Не, ну теперь этот герой ему будет очень много хп экономить. Будет смешно, если он еще и 2 звезды найдет. Это прям вообще будет ора. Ора выше гора. Мне все же интересно, какой конечный билд будет. Вот сейчас он использует антимага, я так понимаю, для того, чтобы у него был лучший старт. Я вот сижу гадаю, а вы все по превьюшке поймете. Так, Марк, здорово. Боже, какая красивая шахматная доска у Марка. Это просто не передать словами. Она очень красивая. Вот прям слюнки текут от нее. Баф мага поставишь? Немножечко. А, вот как ты решил сделать. Хм. Я бы, кстати, на его месте, наверное, все-таки закирил бы Лину. Потому что, смотрите, антимаг на мобах, он, ну, такой себе. А вот Лина вполне себе неплохо. Не, антимаг, там, если бы в 2 звезды был такому тому подобное, то было бы круто. Но, короче, я бы поставил бы Лину. Давайте кратко. Я бы поставил Лину, потому что у Лины есть лагуна. Соответственно, если есть лагуна, это нюк. Плюс скорость атаки увеличенная. Ну и, как мы видим, как бы антимагу вообще плевать. Типа, и так нормально. И так нормально пилит. Но ему везет, что просто не его пилили, не антимага. Если антимага пилили, он бы быстро бы закончился. Ну, короче, я в этот момент верю больше все-таки в Лину. Троллей будет ставить, да? О, как коса скола берет. Естественно, коса. Иметь такого антимага и не поставить себе косу. Грех. Грех. Грешно. Я так понимаю, он хочет поставить себе бафорку в конечном итоге. Четыре орка, в принципе, неплохо дадут ему хп. Реликвию заранее не юзает, ждет.
Хочешь посмотреть на итог раунда, а потом уже заюзать реликвию. Это правильное решение. Я всегда об этом говорю, что не спешите юзать эту реликвию. Юзайте реликвию только тогда, когда вы видите, что уже ясен исход. Что вы просто не протыкать один раунд. Просто не спеша. Вы не поспешите. Не упадете лицом в грязь. И, соответственно, покажете себя в лучшем цвете. В свете. Тут и в цвете. Да. Ясно. Понятно. Проспал. Кстати, баф людей можешь поставить. Баф людей поставь. Баф людей поставь. Во. И в уровень выходи. Отлично, успел. Просто. Самая быстрая рука на Диком Западе. Если что, за сегодня у меня 5-й ролик. Поэтому я так люто могу заговариваться. А то у меня как-то язык заплетается немножечко. Опять забыл заюзать косу. Я представляю, топ-мнение такой сидит, такой думает. Так, ну сейчас я посмотрю за раундом. Сейчас юзну эту косу, потом досматривает раунд такой. У меня же коса была. О, там тоже скилловичок. Антимажик. Тоже антимажик. Кстати, за плащ-пальто тоже забыл. Давай, клевер, палку. 0,5 скорость атаки. 0,5 скорость атаки у такого антимага. Ты его еще в 2 звезды раннего собери. Здесь нереально сильно. О, смотрите, взорвет всех. Смотрите. Раз взрыв. 2 взрыв. 3 взрыв. Заюзал реликвию. В этот раз не забыл. Но было бы орно, если бы он 3-й раз забыл. Бог любит троицу так-то. Так-то Бог любит троицу. У меня аж глаз зачухался. Орк-жрец, хорошо. Угу. Хочет баф воинов оставить. Я так понял, он хочет играть через волшебников. По крайней мере, все сводится к тому, что он покупает волшебников, поэтому он реально хочет сыграть через волшебников. Интересно. Интересненький такой вот моментик. Что ж, наблюдаем. На самом деле, игра через волшебников раскрывает множество путей. Только один путь урезан, потому что если раньше ты мог поставить себе воинов, под того же антимага и тому подобное, керить его, а тут, кстати, набили, тут ему хребет сломали. Так вот, если раньше ты мог, допустим, поставить воинов и сделать Трента воином, то сейчас, к сожалению, такого ты сделать не можешь. Не можешь. Потому что баф воинов работает только на баф воинов теперь. Все. Только, фу ты, на баф воинов. Только на самих воинов. И все. Грустно, печально, но в принципе да ладно. Теперь не можно будет поабузить всяких вайперов и тому подобное. В принципе, я отчасти согласен даже с этим вот нерфом. Потому что раньше ты мог собрать вот этого вот вайпера, и у тебя вайпер был с огромным количеством брони, просто пробивай его как хочешь. Особенно если там ему еще и предметы отличные пришли, то там вообще забей. Там такая машина для аннигиляции. Если вайпер в магах еще такое себе смотрится, то в войнах вайпер серьезный типчик. Особенно если у противника нет никакого чистого урона. Хотя сейчас есть перчатка. Перчатка-то вообще вкусно. Но, кстати, смотрите, видите на мобах? 3000 урона у антимага, а у Лины однозвездочной 1700. Было бы больше, если бы у нее были предметы. Ну, в принципе, ладно, окей. Хозяин-барин. Хозяин-барин. Моя любимая фраза скоро будет. Хозяин-барин. Я ее так часто произношу, что прям диву даюсь. Давай сейчас мом достань с предмета 2-го тира, и вообще все будет прекрасно.
Давай, мом. Так, топ не один. Не понял. Что ты вот это вот отвлекаешься от игры? Кто тебя там такой отвлекает? Скажи, чтобы тебя не отвлекал. 5 секунд. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. И тут он, получать сейчас будет... Хотя, несмотря на то, что он расстановку себе не сделал, по итогу все равно вынес. Антимаг творит чудеса. Антимаг творит чудеса. И плевать, какая у тебя там расстановка и тому подобное. Когда есть такой антимаг, то единственное, что ты можешь принять, это боль и унижение. Это единственное, что ты можешь принять. Боль и унижение. Ой-ой-ой, да ну все, ну все. Слишком хорошо. Слишком хорошо. Оу. Оу. Мне нравится. Мне нравится такой исход. Во-первых, у него сейчас баф людей. Во-вторых, у него баф магов. А как мы прекрасно знаем, то антимаг что? Правильно. Взрывает магическим уроном. Вот так вот. Не дай бог он еще сейчас антимагом 2 звезды найдет. Это же будет, ну, аннигиляция тоталити. Двузвездочный Энигма. Вообще плевать. Вообще плевать. Вдвойне плевать. Не ощутил. Сейчас Рубика всю жизнь будет искать. А, нет. Окей. Интересно, будет он ролить, чтобы найти антимага все 2 звезды? Будет. Окей. Кстати, ребят, кто не в курсе, то эльфов бафнули. Знаете, как эльфов бафнули? Теперь, когда эльфы делают иллюзии, то иллюзии появляются без маны. Это вообще такой идеальный баф. Почему? Потому что раньше, когда появлялись иллюзии, у них была мана, и, соответственно, антимаг просто любил их взрывать. Ну, не имбовый персонаж, ну, все. Ну, просто можно наблюдать, как он Драгунайтов 2 звезды просто аннигилировал только что. Пупуру, пупуру. Давай в 2 звезды его. Ну не разочаруй меня, давай, ранние 2 звезды. Ранние 2 звезды. Леончик. Еще яичко. Интересно. Боже, какая красивая внешка на Хускара. Так, топ не один, жду подарок. Жду подарок, мне нужна эта внешка. О как. Шкатулка имба, кстати. 25% магическое сопротивление порезать, это очень сильно для антимага. Бэтрайдера не хочешь продать? И вместо него поставить какого-то тролля. Тебе, в принципе, 2 тролля только и надо. Но я предполагаю, что в будущем он все равно будет брать уровень. А, Марк там решил на духах сыграть, сочувствую. Сочувствую Марку, что он там решил сыграть на духах. Очень сочувствую. Ой-ой-ой, как сочувствую. Ну все, забейте. Все, он... Ну что, ребята, я могу сказать. Это показания скиллухи сейчас. Скиллуха в собственном соку. Сейчас все предметы отдаст еще Манки Кингу и просто будет в вечном башере держать. Хотя на самом деле он мог этого и не делать. Да. За 2 ролла найти себе 2 двузвездочных фигур. Ставлю лайк. Все, я думаю, сейчас он будет идти в уровень. Выставить себе потом полностью 6 троллей как надо, а потом будет докидывать кого-либо. То есть, как я вижу, такой билд у него будет. Смотрите, у него будет 6 троллей, плюс 2 имбовых персонажа, ну, либо же один. Ну, я думаю, антимаг только останется. Хотя им... Короче, ладно, я не буду загадывать. Короче, как я вижу развитие событий. Поставит обычных 6 троллей. Обычных 6 троллей. Яйцо.
Поставят обычных 6 троллей. Оставят, я думаю, ведьмаков себе сверху. И дальше будет отталкивать... Хотя ведьмаки тоже такая ситуативная тема. Короче, я думаю, будет отталкиваться от исходной ситуации. А, Ну, короче, я вижу, что он соберет 6 троллей себе. 100%. И антимага он оставит. А вот кого будет он дальше кидать, это под вопросом. Может он поставить себе 4 кунг-фу. По итогу я ошибусь, и он продаст антимага. Хотя такие две ранние фигуры в 2 звезды это просто лють. Это огромнейшие фигуры. Это столпы творения. Лицезрение скилла. Вот просто скилл на все лицо. 15%. Не, какой 15? 10%. На 8 уровне это 15%. Да, сейчас у него 10% шанс на фиолетовую фигуру. Но мы сейчас увидим. Он же будет открывать роллы, и мы увидим, сколько у него там шанс. Так, ну взрыв. Бам, бам, бам. Да, слабый герой. Слабый герой, его надо бафнуть. Как по мне, ну вот согласитесь, ребят, слабый герой. Надо сделать так, чтобы у него тычка сразу активировала ультуху. То есть без маны, без ничего, просто сразу. Вот так, знаете, как... Там еще и Марк вынес только что типочку, интересно. У Марка, конечно, там стол такой себе. Поменял Рубика, чтобы найти способность нормальную. Та способность, которая есть у Рубика, она ему не нравится. Тут еще тролль пятерка есть. Это хорошо. Да, он сейчас будет по-любому брать уровень до конца. Возьмет себе 10-й. На 10 уровне он выставит себе 6 троллей. А вот дальше что будет? Вот это вот вопрос. Либо же это будет ведьмаки с чистым уроном, либо же это будет... Либо же это будет что? И либо же это будет кунг-фу. Хотя хрен его знает. Там уже у всех так мало хп, что ну, там долей-то единицы даже вот. Реально, у всех очень мало хп. Единственный чел это у того, у которого 71 хп. У всех остальных меньше, ну, меньше 60, по сути. Да, в уровень пошел. Поднерфили, кстати, немного хекс. Теперь у него длительность другая. Ну, это вообще плевать. Так, реликвии яиц активировал. Вот я все время этого как-то вот этого не понимал. Типа, я реликвии яиц активирую только тогда, когда я начинаю ролиться. Зачем так рано юзать реликвии яиц? Не понял. Вот у меня который раз я замечаю о том, что типа у меня на этой теме создаются вопросы. Почему так? Почему ты так юзаешь, чтоб не один? А ну-ка ответь мне в комментариях. Угу. Абузит инчу. Хорош. Но я думаю, в конечном итоге, если мы сейчас инча в скором времени не придет, то он ее тупо продаст. Не будет же он ее до конца держать, правильно? Правильно. 90 хп, и у всех так мало хп осталось, боже. Марк отлетит первым, к сожалению. Не, ну я могу ошибаться, сейчас сам топ-1 придет кому-то, он, допустим, фэмдому, и просто разорвет его. Блин, мне что-то так в глаз попало, я клипаю так много, еще и глаз чешется. Ресничка, походу. Квапа. Ну как же плевать. Квапа там, не квапа. Не ощутил. Не почувствовал. Так, Марк вылетел, к сожалению. Ну что ж. Обидно, печально, но да ладно. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Так, сейчас шмотки обратно Манки Кинга перекинет. Яйцо, хорошо. Продал, окей. Хочет раннего в 9 уровень, короче, хочет быстрее выйти. На 9 уровне он будет ролиться, судя по всему. Шмотки не перекинешь, не?
Да ладно. Зачем перекидывать шмотки, правильно? В принципе, и так пойдет. Да ну это издевательство, серьезно. То, что ему сейчас приходит, это тупо издевательство. Вы посмотрите, какие ему предметы приходят. Один посох третьего тира это хорошо, но два лучше. Еще и взято Зеза взял, да? Забейте просто. Фу. Он нас сейчас так хавать будет. О, 6 троллей. Готово. Комплитит. Все, я думаю, сейчас он на 9 уровне останется и будет ролить. Да, да, пошел. Пошел ролить. Пошел ролить, дорогой. Но это фарт. Не, стоп, не так. Это скилл. Это скилл. Так сказать, попросил своих противников поддержать его пиво. У меня аж от этого слова в горле пересохло. Да. О, кстати, это плохо. Ему нужно будет найти медальон. Полюбасу нам будет найти медальон. Без медальона будет туго. Потому что вот так вот сейчас Фэмдон возьмет под контроль его фигуры, и все. И наигрался. Топ не один. И наигрался. Угу. А вот изнул бы попозже реликвию яиц, возможно, было бы побольше яиц у тебя. Как это звучит, блин? Просто. 10 из 10, как это звучит. Как хорошо, что его сейчас застанили. Там очень... Хотя, плевать, я думаю, ничего бы не случилось. Короче, почему я говорю, что хорошо, что его застанили? Потому что там у резака медальон второго тира, который 50% чистого урона возвращает от нанесенного. Да выходи из инкама, полностью бери ролься. Да что ж такое, лё? Скиллуха в глаз попала. Так, Джим Соу сейчас придет, и он его вынесет быстренько и найдет себе медальон. Чтоб намного увереннее себя чувствовать. Реально, после фразы о пиве, что-то в горле дико пересохло. Так, это рыцарь. Плевать на рыцаря. Плевать вообще, просто. Проживал и выплюнул. Вот так вот тут решаются дела. 2 хусика. Хорошо в этом моменте пролагала. Ага, продал 2 хусиков, окей. МК, давай еще одно яйцо. По-братски, давай еще одно яйцо. Но должен найти, должен. Должен найти яйцо, по-любому должен найти яйцо. Так, дух пятерка там есть, но плевать на того духа пятерку. О, там Асока собрал себе тролля, пятерочку, 2 звезды. Но я думаю, он в скором времени вылетит. Самое опасное, как помню, для него это жрец. Так, Асока. Ой-ой-ой, какие-то мясы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А, да плевать, ну ладно.
Так можно было бы? Так можно было? Я в моменте подумал, что он не сможет его вынести. Но я ошибался. Я ошибался еще и как. Короче, для него сейчас самое опасное это все-таки вот этот жрец. Самый опасный. Хотя у него 11 хп осталось. Думаю, не со всеми опасен. Но эта игра прям какая-то однокалиточная. Он как... Вот в моменте просто получил себе антимага с хорошими предметами, и у него винстрик 12. 12 и 90 хп. Найс? Найс? Интересно, что противники о нем думают сейчас? А ну-ка, озвучьте мысль в комментариях. Что о нем думают противники? Не медальон. Это плохо, что не медальон. Поспешил тролля, только что скипнул. Ай-яй-яй, сколько яиц падает. Может, ты успокоишься? Показал схилуху, показал, кто здесь батя, окей. Манки Кинг в 3 звезды. Угу. А после третьего тира оставил в антимаге, окей. В принципе, хорошее решение. Да, все, забудьте. No chance. Антимаг в 2 звезды нанес 9000 урона, а Манки Кинг в 3 звезды нанес намного меньше. И тролль пятерочка в конечном итоге. Здорово. На самом деле все реликвии, которые там остались, это такое себе. Хотя если он найдет себе реликвию запрет... Плюс деньги. Плюс деньги сюда. Какая красота. Понял, принял. Понял, принял. Понял, принял. 2 имбы 3 звезд в одной катке на 32-м раунде. Да, окей. Почему нет? Почему нет, спрашивается. А кого ты хочешь себе найти? Тролля? Ты там... Ну, у тебя реликвия есть, уже как бы закончилась. Может, это хватит? Ты и так всем показал. Ты и так всем сказал подержать твое пиво. Они и так его держат. Да. Игра интересная прям. 2 имбы в одной катке. Обалдеть. Чел там еще и лешего керит. Это вообще вдвойне шок-контент. Несмотря на то, что он играет на убийцах. Да. Да. -1. Я думаю, он от шока умер. Да в бете казакири, ну дай шанс. Мгм. Ладно. Я даже знаю, как я этот ролик назову.
2 имбы в одной катке. Или сочетание 2 имб. Нет, как-то хреново звучит уже. Он играет на убийцах, но керит лешего. Какой в этом прикол? О, да все, все, все. Просто он сейчас ноги вытрет об него и все. Сейчас ласт раунд будет. Ну что там на убийцах вообще максимально какую-то кринжатину собрал. Играет на убийцах. Керит почему-то лешего. Я впервые такое вижу. Кто видел такое еще? Не, может, мне, конечно, это показалось, что я увидел, что он керит лешего. Но мы в конечном итоге разберемся. В конечном итоге мы разберемся. Я надеюсь, мне все-таки показалось то, что он там керит лешего. Даже предметы не перекидывает, у него и так очень сильно все. Хотя он мог Манки Кинга закерить в моменте. Мог бы Момчика дать. А, нет, все-таки мне не показалось, он все-таки керит лешего. У него темпларка там сидит заряженная. Ну, точнее, уже готовая, знаете, там разваливать кабины и тому подобное. А он керит себе лешего. Боже, как идеально все. Понимаете? Как идеально все. В моменте ему падает мантия, у него есть баф демонов, и он мантию короля получает. Шикарно. Что может быть круче? Маску давай. Да отдай эту маску Манки Кингу. Ну ладно, можно и так. Я бы маску Манки Кингу отдал. Типа, у тебя маска обычная есть. Ну ладно. Ладно. Придумал новое название. В этой игре идеально все. Не, мне кажется, 2 имбы в одной игре. Вот это лучше всего звучит. Одна имба хорошо, 2 лучше. О, но это уже не поможет. Забейте. Темпларка даже с рапирой ничего не сделает. Он ее тупо взорвал. Он тупо ее взорвал одной способностью. И рапиру даже не выбил. Что самое смешное, он даже рапиру не выбил. Но он тупо взорвал его одной ультой. И все. Чел даже не успел щит включить. 17 винстрик. Это жестко. Это очень и очень жестко. Да, такую игру редко встретишь, когда 2 имбы, скажем так, в одной сборке, он может в любой... Он почти... Он, если так подумать, он может любую сторону выбрать и на любой синергии играть. Как на фортепиано. Да, взрыв. Оу. Оу. А что-то пошло не так. По всей видимости, что-то пошло не так. Надо расстановку немного поменять, потому что у него как бы... Ага. Ага. Интересно. Не, ему на самом деле просто бы расстановку поменять, и он бы там всех наваливал. О как. А, не, я подумал на мгновение, что он сейчас возьмет, скипнет мантию. О, уклонение. Уклонение. %80 уклонения, там где-то примерно 65% уклонения будет. Да, это жестко. Но антимаг уже взорвал бы всех. Не, верни антимага. Мне антимаг как-то больше нравится. Надо, как по мне, антимага керри дальше. Антимаг взорвет. Хотя без посоха 3-го тира... Ну ладно. Чел там на одном хп держится. Но он эту игру не должен проиграть. Вообще не должен.
У него слишком сильный стол. Я вообще не должен. Ни грамма не должен проиграть эту игру. Вообще ни грамма. Ауч. Ауч. А, ну все, конечно. Вечный стан, все, до свидания. Куда? Ноп. Стан. Ну все. Пу-пуру-пу-пу-пу-пу. Пу-пуру-пуру-пу-пу. Пу-пуру-пуру-пу-пу. Вечный стан от Панки Кинга поймал, и все, конечное. Не, это реально обалденная игра. Да. Ну, тут даже добавить нечего, даже смотреть нечего. Я больше удивлен в тому, что там чел на убийцах кирил почему-то Лешего. Кто-то может объяснить мне этот момент, почему он кирил Лешего? Я не понял. Но в целом вот эта вот игра, это просто, ребят, супер скилл зависимая игра. Сразу видно, что топ не один зарешал на скиллухе. Сразу видно. Никакого фарта, никакого мошенничества, только скиллуха. Не, ладно, объективно говоря, очень классная игра, очень интересная игра. На 2 имбы прям шикарно. Редко такую игру встретишь, когда у тебя в одной катке 2 имбы. Поэтому, ребят, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня, соответственно, своим лайком, а также комментарием 3 слов, если даже вам нечего добавить по поводу этой катки, чтобы просто ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Кто на меня не подписан, обязательно подписывайтесь. И не забывайте, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.